Давайте о войне, но перейдем сейчас к фронтам. Там тоже есть интересное там сообщение и по Харьковской области, и по Запорожской, как я уже сказал. Лиман тоже интересные там такие моменты по Запорожской атомной электростанции тоже, да, перемирие, восстановили опять линию, которую в очередной раз порвали обстрелами. Я хочу, чтобы вы Сырского прокомментировали интервью «Левому берегу». Мгм. Это прям какой-то, ну, не знаю, там выход такой достаточно, как бы модно говорить, потужный. Значит, мобилизация идет хорошо, лучше, чем 7-8 месяцев назад. Мгм. СЗЧ 10, я сказал. 7-8, по-моему, да? Ну, Ну, неважно, да. неважно, да. Ну, я так просто слушал, наверное, прослушал. Ну, лучше мобилизация, улучшилась ситуация. Значит, наступать будем, говорит Сырский. А что, в обороне нельзя сидеть, будем наступать, поэтому вперед, наступление. Соня Кошкина, бедная его, говорит, а как там вот там проблемы, СЗЧшники? Да, говорит, СЗЧшники сразу на фронт. Переводы из боевых бригад, это нереально, война идет. Вопросы такие задаете. Короче, все так вообще хорошо и замечательно, если так послушать Сырского. У него всегда так. Наверное, по-другому быть не может. Но с точки зрения логики, а где Украина может контрнаступать и бросаться вперед? Или Купянск это уже вот это оно наступление. Помните, как мы с вами ушки добропольские обсуждали, как их срезали и выдавали за контрнаступление? А сейчас вот это вот атаки Купянска, ну, там выбивание российской армии оттуда, вот это вот взаимные Ну, встречные бои. во-первых, не очень хотелось бы распространяться по поводу, где она может наступать. Все-таки до некоторой степени это чувствительная информация. Как бы не будем этого делать. А принцип очень простой. В ситуации, когда противник наступает, ведет стратегическое наступление на нас, контрнаступательные операции могут быть первое локальными, второе направлено на срез фланга какого-то особо чувствительного и иметь всегда временный эффект. Это очень важно понимать. Не может быть такого контрнаступления, что мы отвоевали и удерживаем безнаказанно, потому что это вопрос только накопления сил противника и тающих сил у нас. А стратегическая ситуация не меняется пока. И так, чтобы у противника стало намного меньше сил, а у нас намного больше, пока такого не предвидится. Поэтому, ну, будет такая, как у Купинска, ну, можно даже умножить на 3 или на 5 по масштабу. Взяли и срезали какую-то там клешню. Ну, такое вот контрнаступление. 3 месяца поддержали или полгода, опять потеряли. Вот такое может быть. Но, с другой стороны, это выигрыш времени, это подъем морального духа до некоторой степени и прочее. Очень интересно, что прощупываются сейчас, ну давайте по фронту пройдемся, это прям очень как бы такой момент. Начнем ну давайте так, с границы начнем, да. Мгм. Новое прощупывание границы сегодня зафиксированное. В общем, захват села Дегтярное, это Харьковская область, новый участок, абсолютно не фигурировавший. Значит, уже в красной зоне очутилась, сообщают бойцы с передовой. Это деревня, это в район Волчанска, да, Украина. Потери, конечно, не подтверждала на дипстейте, все под украинским контролем, но сообщения такие есть, и все больше и больше таких вещей на границе. Чем это объясняется? Вот как раз-таки вот этой необходимостью военной, и вполне вероятно, что вот это наступление, о котором вы не хотите говорить, ну, потому что чувствительная информация может быть на российскую территорию. Ну, а что, с Курской Не, областью повторили, вот на российскую вряд ли, разве что в качестве короткого забега, потому что это будет очень плохо принято, ну, теми, кто обеспечивает усилия мирного процесса, то есть Вашингтон. Это уже за гранью мирного процесса, назовем это так, за гранью допустимого. Поэтому все экзерсисы будут на украинской территории с очень высокой вероятностью. Что касается россиян на границе, они разматывают наши резервы немногочисленные. да, вот это Захват, да, Дегтярная на экране сейчас, да. захват села, как бы создание нового, пусть маленького участка фронта, это политически чувствительная информация очень сильно. Они туда будут перебрасывать, чтобы доложить, что мы отбили и так далее. И немногочисленные резервы, которые должны быть на направлениях главного сосредоточения усилий противника, то есть Славянск-Краматорск, Запорожье, они уходят на границу по политическим причинам.
Так, ну хорошо, давайте тогда с юга начнем, да, Да. Да. с продвижений как раз-таки вышеупомянутого Запорожья. Вот это продвижение, оно зафиксировано серой зоной в Малокатериновке, там Мгм. Речное, Григорьевка. Это уже за Степногорском. И, соответственно, расстояние до Запорожья сократилось достаточно серьезно. Ну, 2 километра – это очень серьезное продвижение по нынешним меркам. Да. Напоминаю, что 46 километров от Авдеевки до нынешнего места стояния российская армия шла больше года. То есть 2 – это очень серьезная история. Вот. Ну, про Запорожье мы уже сказали, вот, что это уже фронтовой город, уже перестал быть прифронтовым, становится фронтовым, по сути. Дальности впереди добивает. До артиллерии полевой уже добьет, если что. А, Там логика та же самая. Продавливаем с Южного фронта и пытаемся охватить группировку и город Запорожье, выйти с восточного фланга. Как бы там под Ореховым еще противник доложил, что имеет успехи. Тут большой вопрос, верить или нет, но он доложил, что имеет успех. Вот. Эта логика понятна. Дальше понятно, что делать с Славянском Краматорском. Ключевая интрига следующая. Пойдут ли они на Добровинково, туда, в направлении от Покровска? То есть, есть ли у них задача окружить Донецкую область по периметру с заходом на территорию Днепропетровской области? Вот. Или они ограничатся действиями внутри Запорожской области? Ну, то есть вы имеете в виду, Вернее, не Запорожская, а Донецкая, да. да, да, Донецкая, то есть вы имеете в виду вот этот кусок, да, Светогорск, здесь Мгм. сейчас приблизились максимально ну, бои уже, можно сказать, идут за Светогорск, можно, потому что там уже там рельеф, конечно, такой, но тем не менее. То есть вы имеете в виду вот как бы окружать с двух сторон, с этой стороны, через Доброполье, и вот Светогорск сюда. Да, ну, как бы это серьезная история, это не прогуляться, правильно? Да, это долго. Потому что это большой охват. Что позволяет сделать этот охват? Во-первых, он режет логистику. Пути, по которым снабжаются железнодорожные и автомобильные, снабжаются остатки Донецкой области. В другой он обходит укрепления, которые успели понастроить в Донецкой области. То есть это позволяет наступить за укреплениями, не беря их в лоб. Соблазн велик. Да, нет, мы не знаем. Пока не можем сказать. Что касается Славянска-Краматорска, то пока видно формирующая операция, еще раз, этот оперативный балкон на Дружковку, грубо говоря, от Часов Яра и от Константиновки. Плановый, плюс от Лимана заход на Славянск. На Лимане докладывает злобный противник, тоже есть продвижение. Плюс, если от Купинскую проблему они решат, еще от Купинска на Изюм. То есть это будут браться в полуокружение, ну, соблазн крайне велик уйти на Барвинково, условно говоря. Ну, вот. Крайне велика. Но там крупнейший железнодорожный узел и как бы центр снабжения Донбасса. Дальше часто грузы идут по дороге. Это не великий секрет, это все знают. Поэтому достаточно посмотреть на карту железнодорожных дорог. Ну вот если они на это пойдут, ну тогда замысел станет окончательно ясным. Если не пойдут, то значит, либо не хватает сил, либо какой-то другой коварный замысел. Плюс восток Харьковской области, проблема Купинска, Изюма. Ну вот, рассечение. И очень сильно им мулит группировка наша, которая условно стоит на этом самом, на правом берегу Северского Донца. На Луганск. Оскола. Оскола, да, старого, да, пардон, да, этот самый, на Боровое, грубо говоря, центром, который является Боровое. Так а что Вот это за, скажем так, потому что, смотрите, Боровая. все сейчас, да, Боровая, все сейчас вокруг этого Купянска, да, россияне дают отчеты, Мгм. что они там отбиваются и все контролируют. Украина говорит, что вот там флаги, вот там то, вот Мгм. мы сейчас, пресса западная пишет. Но вот немножко южнее вот ситуацию с Боровой никто не трактует, да, что там сейчас происходит. Не трактуют по одной простой причине. Там оборона ведет, это полоса обороны славного третьего корпуса. А, А мало есть желающих поколебать имидж публично третьему корпусу. Хотя, при всем уважении к этим славным ребятам, батальонный район они теряют где-то в недельку, в 10 дней. Понятно, не разово, а там позицию, там позицию. Там в целом накапливается батальонный район. Если посмотреть карту Дипстейта, мгм. вот на все это, то вы увидите, что легенда про то, что третий корпус сорвет всех врагов и славно воюет, ну, мягко говоря, несостоятельно. Они ведут тяжелые бои и отступают точно так же, как в любом другом месте, а может быть и больше, чем в любом другом месте. Тут вопрос, какое количество усилий российское командование сосредоточило против.
Но мало кто в публичном пространстве Украины поднимет тему, что третий корпус не справляется правильно сегодня. А почему их так боятся? Ну, они же страшные. Они же бородатые, Саш. Так все бородатые сейчас. Они по-особенному бородатые. Куда ни плюнь, все бородатые. Они бородатые со значением в глазах. Понимаете? Да, вот. Поэтому легенда создается про неуловимых, жестоких, не прощающих обид. Страшно, страшно. Третий корпус. Вот. И никто не хочет связываться. А как бы кто-то, кто не хочет связываться, наоборот, хочет связаться и получить свою выгоду. Поэтому как это превратили в такое. Когда с каждого плаката третий корпус, это каждая вторая смс-ка, что врывайся в третий корпус. Когда там все, третий корпус, ну, против этой волны выйти надо, яйца иметь, поэтому... А можно, пока мы сейчас пойдем там дальше немножко по Харькову, который утюжат, и туда с севера коснемся. Но у меня такой вопрос. То есть это вот Боровая, вот там вот Изюм, вот эта зона. Мне просто присылают подписчики из Изюма, да? Они говорят, вот там вот так Wi-Fi называется, а там вот это, ну, всякие там смерть русским детям, вот эти все там цифры Ну, непонятные. да, Ну, вы да. понимаете, какие Да, цифры. да, 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 да. Там россияне показывают, вот дрон там захватили, сбили, а у них катушка для оптоволокна. Украинский дрон на оптоволокне. Есть и такие, не удивляйтесь, они есть. Это все взаимо как бы подтягивается, эта вся история. А там Конечно, есть. свастика нарисована, понимаете? То есть и если раньше это хоть как-то оправдывались, ну, романтика войны, ну, там, символы, руны, всякая такая ерунда, а сейчас уже даже никто не оправдывается, ничего не объясняет. Ну, свастика и свастика. И шо? Вот так примерно реагируют люди. Да. Когда украинскому воину это стало норм, как это, норм и стрём сейчас в соцсетях, когда норм стало? Ну, слава богу, не всем украинским воинам, а только самым правильным украинским воинам, которые от сердца к солнцу. Как бы, поэтому их мало. Это не все украинские воины. У многих украинских воинов это вызывает, ну, мягко говоря, неприятие. Но это у них такая субкультура. Как бы государство им прощает, потому что Зеленский рассчитывает на все это воинство на выборах. С одной стороны, он боится, что они станут противниками, с другой стороны, хрюшками закидают, как Порошенко. С другой стороны, он хочет на них опереться до какой-то степени, в чем-то их развести, поэтому до некоторой степени считает их боеспособными, и это часто справедливо. И как бы, ну ладно, позволим существовать этой субкультуре. Опять же, признать это с точки зрения пропаганды же невыгодно. Это что ж получается, Соловьев был частично прав. Неудобненько. С трибуны он может прозвучать и прочее, прочее. Ну, как бы тут только надежда на смелую Юлию Владимировну, которая выходит и говорит «фашистующий режим» в кавычках. Мы берем в кавычки, мы же так, конечно же, не считаем, Саша, это же очевидно. Вот. Поэтому это все очень смешное деланное лицемерие и чрезвычайная слабость государства. Понимаете, что такое диктатура? Как говорил Иван Ефремов в «Часе быка», с одной стороны, это очень мощная такая штука, каток давит всех, с другой стороны, она очень хрупкая. Вот оно так и есть. Она тяжелая, как чугун, и при этом очень хрупкая, потому что чугун можно ударить молотком, он разлетится на куски. По той простой причине, что есть уязвимые точки, которые не будут признавать ценой чего угодно. Например, что доблестные украинские воины иногда любят повесить портрет Скорцени у себя на командных пунктах бригад. А когда начальство приезжает, не очень далеко прятать его в тумбочку, не особо боясь. Как бы да, и так далее. Вот. Скорцени же вроде как не Гитлер, правильно? Просто диверсант. С израильтянами потом сотрудничал. Очень хороший человек. Поэтому ну, вот так есть. Такова наша реальность. Она интересна, забавна, по-своему, симпатична. Так, да, давайте, скажем так, ну, Волчанск, мы уже сказали, тут активизация на новых участках границы. Здесь, вот, я так понимаю, тест идет Харьковской области, и здесь все достаточно, ну, потому что Белгород, потому что и по Белгороду летит, и тут, в общем, активизировались бои. Насколько это все может, ну, резко иметь шансы переброситься ближе к Харькову, как вы думаете? Ну, не прямо такой угрозы нет. Для того, чтобы ближе к Харькову, нужно создать системное преимущество у противника. Его нет. Они сами в резервах нуждаются на основных направлениях. Это разматывание резервов, создание угрозы. Смотрите, по Харькову бьют, Харьков гасят, на Харьков же наступают. Это чисто политическая история. Западу они показывают, что мы можем наступать.
Украинцам они показывают, что, смотрите, как бы, ребята, ваше дело безнадежно, народу мы медленно, но съедим ваше яблоко. А военным они разматывают ресурсы, резервы. Они просто прекрасно понимают, как мы реагируем. Если взяли село на границе, то Зеленский выйдет со значительным лицом и скажет: я приказал отбить, туда поедут резервы, нужное в другом месте, реально нужное. И начнут отбивать это, при всем уважении к ее жителям, никому не нужное село. Так, ну и Сумы. Суммы, Точнее, которые... менее нужное, чем другие села. Никому не нужно, это неправда, неправильно. А чуть менее нужное, чем другие села на других направлениях. Ну и Сумы. Там тоже Сумская область. Та же логика. Точно так Напряжение же. на границе – это сильнейший политический фактор, внешний, внутренний. И я не знаю, что наши кинут туда резервы и будут пыхтеть, доказывая, что мы ого, не пропустим, отобьемся. Лучше бы там строили нормальную оборону, в результате которой нельзя так просто взять и захватить село. Не понеся тяжелых потерь. Они ходили в героические контратаки. Там не место и не время для контратак. Не нужно в другом месте. Контратаки – это надо создать преимущество, читайте, забрать людей и технику с других участков. Более важно. Значит, друзья, давайте сейчас еще один вопрос, подведем итоги и перейдем к вашим вопросам. Их очень много. Спасибо большое за то, что интересуетесь. Алексей Николаевич, тут такое дело. Опять, я вас помните, это был гениальный ответ ваш по поводу брони на кладбище Петрова. Вы сказали: и что? Ну, типа, а что ты сделаешь? Ну, как это? Ну, повоняют и забудут. Ну, кладбище, ну, бронь. Ну, какая разница? Но эта история получила развитие. И причем такое достаточно неожиданное. Примерно пользуясь в том числе и вашей логикой. Ну, во-первых, одни, да, вот там Кристина Бердынских пишет, что зарплата военного в тылу 20 тысяч гривен. Есть много официальных объяснений, почему так. Зарплата специалиста по информационным технологиям Петрова на кладбище национальном мемориальном 73 тысячи каждый месяц. Это государственные деньги на ветер, потому что он там ничего не делает, а только бронь. Ну и деньги как бы приличные. Просто у него очень нужные связи, как позволить туда тихонечко пристроиться. И объяснений пока нормальных нет. Много уже писали, что это плевок на память военных, которые положили свою жизнь за защиту государства. Но этот плевок в лицо всем тем, кто сейчас в войсках. И тут на эту тему отреагировал Корчинский, который говорит: так правильно, правильно, что дали бронь. А как? Они пропагандисты, они молодцы, они там вот это вот все. То есть надо, не надо считать денег, надо давать брони. И это на фоне в очередной раз, ну просто какого-то, ну, смешка. Вот выходит Разумков, говорит: надо финансово мотивировать военных. Федорову будет легче навести порядок с ТЦК, там, с мобилизацией, только за деньги. Надо зарплаты. Так 3 тыловых военных получают, ну, как битый небитого везет. 3 тыловых военных — это равноценно Петрову, который просто для проформы там числится, получает какие-то деньги. Ну, такой ответ тот же самый. Идите возразите. Ну, хорошо. Ладно, вас там на такой козе к вам я пытался неделю назад подъехать. Так на этой неделе пытаюсь на козе финансовой. Денег-то не хватает. Ну, смотрите, военные возмущаются. Хай пойдут спросят с Петрова и Иванова. Они же рассказывают, что они бородатые, страшные, и вообще им никто не указ. Сержанты побили подполковника там, или полковника, у нас в корпусе все не так. Ну, идите возразите. Ручных пропагандистов офиса. Давайте, погоняйте. Мы посмотрим, насколько вы реально храбрые. Ну, нет же ничего такого, правильно? У украинца нету власти. У него есть только власть пыхтеть в Фейсбуке, к сожалению. К сожалению, так и есть. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Подведем итоги только. Значит, собираетесь ли вы уезжать из-за отсутствия или перебоев с теплом и светом? Ну вот, именно эта причина. То есть, да, 8% нет, принципиально буду держаться и выдержу. 17% да, уже не вмоготу.
36 уже уехали, и 39 некуда уезжать. То есть примерно мы понимаем соотношение, ну это по аудитории, по нашей, которая смотрит. Конечно, кто мог, уехал, а кому некуда, те вот вынуждены терпеть. Получается, это Украина в заложниках этой всей ситуации. Украина давно в заложниках, конечно. В заложниках с хорошо выработанным стокгольмским синдромом. Переходим к вашим вопросам. Сначала клуб зрителей в телеграм-канале «Закрытое сообщество», потом дальше пойдем. Значит, вопрос. Алексей Николаевич, рад видеть вас в добром здравии и ясном уме. Сейчас переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате перешел в стадию кулуарных, непубличных обсуждений на разных уровнях, и, по всей видимости, кажется, что это приносит куда больший результат, чем публичные переговоры. Можете ли вы прокомментировать видение вот, переговорного процесса? Если результаты, и вот, может, действительно есть какой-то прогресс, просто мы его не видим, спрашивает мистер Волк. Это из разговора, смотрите, вот наша футбольная дворовая команда выиграла чемпионат Европы. Угу. Просто мы этого не знаем. Ну, вы понимаете, да, что это власть, которая пытается пиар сделать на каждой, протекшей трубе. Угу. Если был бы хоть какой-то серьезный успех в переговорах, она бы вам такие видосики нарисовала, чтобы вы не знали, куда деваетесь. А если они молчат, значит, нечего предъявлять, друзья мои. И это единственное разумное объяснение. А то они не умели, делали 4 года одно и то же, а потом вдруг что-то, я же говорю. Мы случайно выиграли чемпионат Европы, никому об этом не сказали, потому что победа любит тишину. Успех любит тишину. Вот это примерно ваш вопрос, при всем уважении. Следующий вопрос. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Знакомый вам Павел Щелин считает, что стратегически Украина войну на истощение уже проиграла, и когда рухнет фронт, вопрос времени, причем в пределах года. Согласны ли вы с этим утверждением? Если нет, то почему? Если да, то зачем продолжаете сборы на ВСУ? Потому что в ВСУ служат мои друзья или люди, которые ко мне обратились за помощью. Я хочу, чтобы они остались живы, потому и собираю. Неужели непонятно? Что касается войны на истощение, ясно дело, что проиграла. Речь идет о том, что столица государства перестанет, возможно, существовать и перестанет быть местом, пригодным для жилья, по крайней мере, в зимний период. А какие могут быть возражения против этого? Что касается год, не год, никто не знает. В целом, стратегия Зеленского оказалась ошибочной и ведет его к поражению, Украину к поражению. В целом, большая стратегия со всеми нюансами. Военная, политическая в первую очередь, внутриполитическая в первую очередь. А там дальше как Бог пошлет, посмотрим. Так, поехали. Вот тут интересно в чате пишет, кстати, спасибо за поддержку, там в суперчате пишет Алексей. Благодаря вашим словам о том, что удару по Венесуэле быть, поднял денежек на Полимаркет. Спасибо. Так, а чего б насчет Ирана? Какие шансы удара? Когда? Вы заработаете, если поставите, что по Ирану будет удар. Видите как? Полезно. Полезные эфиры. А вы тут посмеиваетесь. Это, конечно, понятно, там, так, с юмором немножко, но подождите, кто-то действительно, может, это был этот человек, который 32 тысячи поставил и 420 сорвал. Полимаркет, все в шоке были, что Мадуро украдут. А еще есть ставка, что Тайвань, в общем, будут... Тайвань, очень сильно сомневаюсь, а вот Иран, да, на Иран можете ставить на удар по Ирану. Так. Точнее, я бы поставил. Поехали, сообщество. Почему Трамп предал курдов? Спрашивает Матвей. Да почему Трамп пожимает руку убийце сирийских христиан? Политика. А в Нигерии бомбит тех, кто... А в Нигерии бомбит, да. Тех, кто там преследует христиан. Анна, Алексей Николаевич, а почему вы утверждаете, что России союзники помогают, а Украине практически нет? На самом деле это ведь ложь. Китай и Индия не помогают, а наживаются на вынужденно низких ценах на нефть и газ. Все оружие Россия покупает за свои, а вот столько денег, сколько дали Украине, еще не давали никому. Поэтому за бусы купил Запад, за бусы купил вас не Запад, а украинская власть. Господин Блинкин осенью 24-го сказал, что еще до большой войны
Украина получила все необходимое оружие. Посмотрите, и свои эфиры вы говорили, что самолеты с оружием летят один за одним, что все хорошо. Значит, Украина — это прорва, никому не благодарная и всех предающая. Может, в этом причина? Ну, вы мне можете прислать адрес или телефон этого Алексея Николаевича, к которому вы сейчас обращаетесь? Я его обязательно поругаю, потому что он говорит или говорил невероятные вещи. Я бы такого никогда, например, не сказал. Например, я бы никогда не сказал, что России союзники помогают, а Украине нет. Нет, ну сказали бы и говорили, но Когда я говорил? в контексте, что корейцы пошли, ну, прям, Ну, России помогают, и Украине помогают. да. Объем этой Да. помощи и направленность абсолютно разные. Россия Украину используют союзники как прокси-силу, с одной стороны. С другой стороны, как демократический такой вот витрину, типа не дали разбить витрину до конца Европе, коварным диктаторам. А в России идет практическая помощь, потому что Россия самодостаточна, воюет сама, у нее хватает денег, хватает ресурсов, хватает личной живой силы. Им помогают эпизодически в критических ситуациях. Когда у России не было свободных резервов на Курской области, туда приехали корейцы. Да, вот и все. Помогают закупкой природных ресурсов в России через обмен технологиями, как с Ираном и прочее. Это разные виды помощи. Как разные виды помощи банку Goldman Sachs и там кооперативному хозяйству в городе Житомир. Даже если оказывается это помощь. Поэтому сопоставлять ее буквально. Зачем России помощь вооружения военной техники, хотя и такая помощь была, и корейские ракеты были, и шахеды иранские были в начале, почти 1,5 года первых, пока Россия начала герани клепать. А с другой стороны, понятно, что Украина без западной помощи военной вообще не протянет. Что касается помощи до начала войны, она была минимальна. Все эти самолеты, они привезли латышские стингеры, и там из Литвы немножко джавелинов, там еще и так далее. Буквально сотни единиц, это ни о чем. Да еще половина была неработающей. Угу. И Украина воевала до сентября 2022 года на 99% советскими запасами. Татьяна интересуется. Украина щит Европы все еще? До некоторой степени щит. Ну, как вам сказать, это не щит, это такой Щиток. отводной канал для Европы. Ну, после Гренландии назвать Украину щит Европы, это как-то, знаете... Ну, дренаж Европы, я бы сказал, Украина. Вот так вот, если совсем честно, да. Здравствуйте. В связи с более гнетущими событиями может ли возникнуть среди людей запрос на коммунистические идеи, как в частности Украине и России, так и по миру? Особенно в лучших проявлениях, которые предвосхищали предки или, по крайней мере, на левый проект, все еще сохраняющий акцент на борьбе с олигархами, диким неравенством. Благодарю вас. Ну, Вьетнам и Китай вполне себе на социалистическом и коммунистическом пути демонстрируют невиданные экономические успехи. В том числе в торговле со своими страшными капиталистическими противниками. Но проблема в том, что это мононации. Угу. Что очевидным образом не так в Украине и в России. Насколько коммунизм или социализм действенный возможен не в мононациях при руководящей роли марксистского учения или неомарксистского, это очень большой вопрос, неизвестно. Само слово коммунизм дискредитировано безнадежно. Именно поэтому оно даже в Китае особо не используется уже. Говорят об особом пути там и так далее. Элементы коммунизма в том смысле, что всем по способностям, от каждого по способностям, каждому по потребностям, ну, наверное, он наступит на всей земле, когда будут вкалывать роботы, а не человек. Но вряд ли это назовут коммунизмом. Разве что какие-то ученые, там, марксисты скажут, а мы же говорили, мы же предупреждали. Но это будет очень... Притянут за уши, да. Очень специфическая дискуссия, да. Алексей, скажите, а почему Трамп не может разместить спокойно себе оборону в Гренландии в рамках НАТО? Почему для этого обязательно присоединять надо? Это хороший очень вопрос. Но проблема в том, что это надо знать полноту позиции датского правительства. Ну, почему? Что имеете в виду? Например, оно может быть против большого... Там же есть американские базы на Гренландии. Так, да. Расширение военного присутствия американского, например, не хочет. Ну, вот кто их знает? Неизвестно. Но вопрос очень хороший, справедливый, его следовало бы задавать. Если нас смотрят профессиональные журналисты, то вы возьмите на вооружение. Это очень правильный вопрос. Позадавайте там правильным людям.
Ну, людям, которые к этому мы можем, экспертам, либо людям, которые принимают решения, если у вас есть возможность задать им такой вопрос. Так а почему? Я вот, смотрите, для меня, конечно, звучит как анекдот, но это, конечно, цирк какой-то. Россия и Китай угрожают захватить Гренландию. Что это с ним, с Ну, Трампом? это же он обращается к своим избирателям с бородами, с понитейлами, в кепках и в красных рубашках клетчатых. Это же как бы понятно. Вот. Что касается... Я думаю, что законодательство препятствует быстрому наращиванию военной мощи. Мгм. Потому что европейское законодательство в отношении движения военных грузов, военной логистики, пребывания и так далее очень-очень сильно забюрократизировано. Получается, стойте, И вы, американцам, если нужно очень быстро группировку там развернуть, то лучше пользоваться своим национальным американским законодательством, нежели согласовывать с европейцами бесконечно каждый шаг. короче, проще забрать. Речь идет, да, о гонке вооружений. Скорее всего, главной причиной является темпы наращивания военных усилий. Американцы понимают, что они нарастят условно за 5 лет, а по Мгм. европейскому законодательству с европейскими допусками, там, разрешениями на каждую розетку будут делать это 50 лет и проиграют гонку. Мгм. Смотрите, А, как это выглядит глазами американцев, чтобы вы понимали. Они не сидят и не мечтают по принципу, вот он нам еще Гренландию присоединить. Они просто раскладывают карту военную, систему ПРО, противоракетной обороны, и видят, где бреши. Гренландия огромная брешь. И в первую очередь там будут размещаться не инфраструктура по борьбе с подводными лодками, хотя это тоже, а скорее всего элементы ПРО, противоракетной обороны. Они закрывают брешь. И это ключевой фактор их безопасности, они с этим шутить не будут, в том числе от подводных лодок, которые могут запускать эти ракеты. Да, поэтому это серьезный фактор, они просто видят дырку. Ну, представьте себе, как это видят американцы, чтобы вы понимали, что они не самодуры. Ну, вы живете в квартире зимой, а у вас проломлена стена. Полностью нет стены в одной комнате. Хозяева говорят, да, ну, может, мы как-то достроим? И говорят, нет, это должны решать люди в Копенгагене. То есть на другом районе Киева живущие. Они должны принять решение, как вы будете строить, какую стену. А пока так поживите. Естественно, они возмущены, они хотят закрыть эту стену. Поэтому они не так уж не правы. Причем хихикать над Трампом, вы подумайте, как это выглядит их глазами. А для них это выглядит как катастрофическая брешь безопасности. Между прочим, Путин ради нее войну начал. Для безопасности своих флангов. А американцы не хотят пока войны, они просто хотят защититься. Это две большие разницы. а, так, вот такой вопрос. Великобритания вышла из Евросоюза, потому что готовилась к войне на Украине и не хотели тратить деньги, рулят процессом, а счета оплачивает Европа. Нет, они думали, что это будет экономически выгодно, а потом оказалось невыгодно. У них же был очень длинный нисходящий тренд, и за 14 лет экономика британская нисходящий тренд. Думали, что отпетляют, но не вышло. Продолжение. Тоже же боролись, кстати, за бюрократию. Вот у нас прямая аналогия. Они боролись с европейской забюрократизированностью. Но не получилось, потому что Британия сама уже забюрократизирована хуже всякой Европы, к сожалению. Виктор продолжает тему. Расскажите ваше видение современной внешнеполитической стратегии Британии в контексте украинской войны. Уже не столько США, ну не только США, а и Франция, Германия, Италия заявили о необходимости наладить диалог с Путиным. Против выступили только британцы. При этом у них вся сухопутная армия меньше, чем российская группировка в Украине в 10 раз. Нарастающий кризис, связанный с исламским фактором. Если войной они хотят ослабить Россию, то в чем здесь смысл, учитывая, что Британия больше не мировой гегемон, и у них нет острых соприкосновений интересов с Россией? Британия намного проще. Задача британцев не допустить создания сухопутной империи. Или воссоздания. В принципе. В принципе, в любом варианте. Еще вторая их задача – не допустить союза Германии и России. Стратегического или Германии и Евросоюза. Вернее, России и Евросоюза. А это всегда было ключевым фактором британской политики и остается до сих пор. Просто они не могут решать флотом и армией, у них уже нет, и не особо деньгами. Ну, они решают дипломатией и спецслужбами, в которых они традиционно сильны. А если у вас есть под рукой 50-миллионное государство индейцев, которые подвязаются на крупную континентальную войну, самое разрушение своей страны, как бы, ну, а это только как бы из-за этого надо заплатить, чтобы 2 раза встал и сел в британский парламент, да, и Зеленского непрерывно 3 раза похвалили британские министры, то чего этим не воспользоваться? Мгм. Так. Это очень дешевая покупка. Ой, ну это опять, да, почему
вы говорите про левых глобалистов, а почему нигде в мире не делают социалистическую революцию? Они же точно левые? Или, может, какие-то имена, фамилии назвать? Кому делать социалистическую революцию, если, например, Китай социалистический, Вьетнам социалистический? Ну да, Это тут твоя, уже... ну, как бы, куда вам еще? Европа, значит, Швеция социалистическая, Норвегия в значительной степени социалистическая. В Европе правят левоцентристы, читайте умеренные марксисты. Какой вам еще революции надо? Лена пишет, депутаты Рады все чаще рассматривают вариант территориальных уступок, включая отказ от Донбасса как возможный путь к остановке боевых действий. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Штефан Шварцкопф, сославшись на слова, по его оценке, на какого-то очень весомого депутата, крайне влиятельного. Значит, что может рассматривать это шобло коррупционеров, воров и предателей? Как будто от них что-то зависит, тем более при продвижении России на Запад. Возмущается Лена. Ну, как, во-первых, это зависит до некоторой степени. Во-вторых, если парламент займет позицию, Зеленскому придется с ней считаться. Во-вторых, и я вам скажу так, по-хорошему, Тимошенко никто бы не таранил, если бы парламент не имел бы значения. Что касается рассматривать, ну, пусть рассматривают. И чем ниже температура в Раде, тем они, наверное, будут быстрее рассматривать. Так, значит, вот, ну, ладно, не буду читать, у меня просто через собачку, поэтому я сбиваюсь, да, когда там, ну, в общем, Денис, наверное. Я понимаю, да. Тут дело не в том, что я там, это вот просто такие настройки, не понимаю, как поменять, ну, в общем, друзья, не обессудьте, что я вас по имени не называю. Вопрос, сегодня прошла информация, что в администрации Путина, ну, якобы оттуда, вот всерьез там готовятся к размену. Россия признает Гренландию за США, а США 4 области и Крым. Что вы думаете о таком развитии событий, Алексей Николаевич? И, конечно же, ваши таксисты. Могут и признать, а что нет. Но большая политика не действует по принципу разменов. Она действует по принципу, кто что взял, того и тапки. Ну, что ваши договоренности стоят, если вы не можете их обеспечить? Ничего. Поэтому о 4 области не знаю. Крым 100% готовы признать российским, понимаешь, он уже не вернется. Ну, вот, а создать такую ситуацию, где Крым возвращается, вряд ли кто-то сможет, кроме Господа Бога. А признание Гренландии... А зачем американцам российское признание Гренландии? Если там их войска. Угу. И они их аннексируют официально. Что им это признание? Американцы сделают проще. Кто не признает, пошлины на 50%. И все. И все начнут признавать И все массово. признают. Да, как бы зачем им договариваться? Пошлины введут, и на этом все. Это да. Алексей, Буданов и Арахамия единственное, кого еще воспринимает Россия. Вопрос. Тандем Арахамия-Буданов способен на жизнь? Что, протянут еще 2 года, чтобы заключить мирное соглашение? А кто им сказал, что Буданов и Арахамия воспринимают Россию? Россияне доложили? Или как? Песков? Кто? Путин Ну, позвонил? так кажется многим, что... Ну, подождите, кажется, разные российские спикеры, там какие-то основные генералы говорят, что кажется. Буданов там молодец, реальный. Ну, типа, не как Зеленский, не реальный, а реальный, трезвомыслящий. Наверное, надо ждать, пока санкции РНБО введут против Буданова за такие разговоры. Ну да, видите, как... Да, и против Арахамии, потому что тут как бы нет вариантов. Их же хвалят российские эксперты. Ой, так новости приходят, смотрю, в Сумах вышли люди на улицу перекрывать дорогу, требуют распределения справедливого. Ну, понятно, что они еще могут требовать. А можем мы увидеть вообще, когда люди выходят и вот так перекрывают дороги или выходят на протесты, чтобы иди уже, Зеленский, договаривайся. Так а что это поменяет? Это надо миллионы должны выйти. То есть это Первопричина же война. А все движение. выходят, нет, мы такие все, мы не предатели, мы чтоб у соседа отключили тоже свет, потому что он на какой-то линии. Ну, да, это массовое, как это понимаете, это нужно массовое общественное движение, чтобы это стало фактором политики. Его нет и, видимо, не предвидится.
Значит, правильный, кстати, вопрос. Спасибо, Дмитрий, что его задаете. Какая вообще цена планируется на газ и электричество в Украине в ближайшие полгода? Я Мгм. не специалист, это точно не ко мне. Нет, я хвалю, что вопрос правильный. Вопрос правильный, да, но не ко мне. Это, кстати, да. Ну, это прям очень важно. Давайте оставим его риторическим, потому что Да. ясен красен, что выше, гораздо выше, после того, что переживает Но попытаются система. положить на граждан, это я гарантирую вам почти 100%. Да. Поехали в чате. Трансляции. Сначала Александр Шелест, потом Алексей Арестович. Вопрос Алексею. По провалам на фронте сделают Сырского козлом отпущения? Уволят с позором? Такой план? Могут уволить, но с позором никого не уволят, потому что признать, если ты увольняешь с позором, то первый вопрос будет, а как ты его 2 года держал на должности и хвалил? Ну, послом будет каким-то, советником каким-то, назначат, грубо говоря, каким-то советником президента после этого или что-нибудь такое. Ну, вот там, да, по военным вопросам и прочее. Что-нибудь придумают. Мгм. Замглавы РНБО назначат, что-нибудь такое. Если в США придут демократы, мировая война будет гарантированной, или они продолжают действовать через третьи страны, как сделали с Украиной? Ну, Нет, продолжат. они не будут никакой мировой войны устраивать, они будут действовать через структуры, которые они восстановят, типа USAID и так далее. Покупать влияние будут. Не воевать, а покупать. Алексей, здравствуйте. Как считаете, если же все-таки Трамп решится военным путем занять Гренландию, то датчане и кто-нибудь из ЕС попытаются создать хотя бы видимость сопротивления? Стрелять будут? Всеми своими 13 солдатами, которых то посылают, то Да. отзывают. Ну, может, кто-то и стрельнет, а что нет, ради престижа в воздух. Ну, в общем, вы не верите, что будет стрельба? Ну, с какой стати? Ну, реально. Ну, вы начали стрелять по американскому спецназу. Вы понимаете, чем это кончится? Чем? Поубивают американских спецназовцев. Да, они убьют в ответ. Прилетят американские самолеты, херанут туда всем, чем только можно, это перемешают все с землей, как это, все на 100 метров в глубину, а потом еще объявят охоту на тех, кто отдавал эти приказы, и на это самое американское правосудие, и тех, кто исполнял эти приказы. Санкции поводят американские. И вот героический датский генерал, который отдал такой приказ, обнаружив, что он не может пользоваться карточкой больше никогда. И выехать за пределы Дании не может. И там его требуют выдать, понимаете. А нет, вводят 500% санкции на датские товары. Начинают американские суда блокировать датские корабли. Извините, Майерск – это здоровенный кусок этого датского бюджета. И все. Вот вам пошалили с Америкой, да, постреляли в нее. Это только, понимаете, если вы дикий йеменец, и вам терять нечего, можно стрелять в американцев. А когда есть что терять, стрелять в американцев очень тяжело. Вроде простая мысль, а такая, как звучит, Ну, такая, да, как премудрость. Но если тапочки, все, что ты можешь потерять, это тапочки. Все, что тебе грозит переехать из одной пещеры в другую, как бы, да, и перегнать туда кос, это одна история. А когда ты живешь в Копенгагене, а это очень красивый город, очень богатый город, и все это богатство может кончиться очень быстро, за 2 секунды, а потом тобой персонально. Америка бросит все и будет тобой персонально заниматься, пока не поймает. Это уже совсем другая перспектива. Вопрос. Добрый вечер. Получается, украинцы такие же рабы, ну это закавыченное слово, как и россияне. Вначале было столько слов сказано про свободолюбие, в крови, заложенное чуть ли не генетически, а в итоге... Увы, ях. Сначала начиналась свобода против диктатуры сражается, тирании, а потом один маленький, давайте процитируем Юлию Тимошенко, это не наши слова, один маленький фашистующий режим и процитируем украинские СМИ с другим большим фашистующим режимом воюет. Ну, как-то вот так выходит, по словам Тимошенко и украинских СМИ. Мгм. Так, ну тут прикалываются люди. Половина чата профессиональные журналисты. Еще бы так следите за нашими эфирами, вообще за эфирами. Да, вот смотрите, мы вам подбрасываем тему. Тема – это задайте вопрос, почему в рамках НАТО нельзя разместить американскую группировку. Это серьезный вопрос. Он сделает вам честь, если вы зададите, особенно на фоне общего падения уровня журналистики. Как видите, Трампу никто не задает этот вопрос.
Ну, потому что все занимаются херней, да, как бы. Все шутят про его премию и так далее, и так далее. Где она, серьезная журналистика? Нет уже давно. Да, все шутят о том, что он поназывал там все на свете своим Да, именем. Такой да. нарцисс, такой весь. А так, по сути, если... Ну, Да, если он Гренландию назовет Трампландией, то как бы американскому ПРО от этого ни холодно, ни жарко, который там станет. А вот китайскому и российскому средствам нападения будет немножко похуже. И планом нападения. мгм. Так, значит, что дало... Переходим в чат Алексея. Что дало Украине соглашение с США о полезных ископаемых? Ничего не дало пока. Потому что их надо начать эксплуатировать. А это разработать и ввести в эксплуатацию сложно. Там сложное залегание. И оно должно начать приносить деньги, часть из которых пойдет в бюджет. Это еще годы, друзья мои, это не завтра. Даже если это вообще случится. Так, значить, ви собі як хочете, але хоч раз на 4 роки моє запитання озвучити. Якщо вибори будуть, але кандидати будуть формальні, а інших не допустять до виборів, то що робити, якщо не підтримуєш їх? Що робити, кожен вирішує власноруч. Власним розумом, я б навіть сказав би. Що стосується мене, я не даю порад такого кшталту, як і за кого голосувати на виборах. Я можу сказати, що я буду робити в цій ситуації. Але нехай спочатку ця ситуація складеться, ніж я не почну робити заяви такого, не знаю, гатунку. Мгм. А чё вы так осторожно? Ну, смотрите, нарисуют каких-то формальных кандидатов. Потому что нет, да, надо увидеть, кто идет из кандидатов. Чтобы понять, Да, пока формальные не они видишь, все... да, не можно. Вот центральный вопрос, Залужный идет или нет? А Залужный Как бы, да. неформальный кандидат? Ну, допустим, он идет как неформальный кандидат и со совершенно реальными шансами победить. Тогда мы можем говорить, да, есть Зеленский и Залужный из претендентов реальные, и есть куча формальных. Ну, так формально не имеет такого значения. А если Залужный не идет, тогда будет Зеленский и куча формальных кандидатов. Ну, тогда уже другой разговор. Это очень разная ситуация. Мы не знаем ответа на него. Какова вероятность нападения на Литву в ближайшие 2 года? Достаточно Высокая. отличается от нуля. Не высокая, но отличается от нуля точно. Не нулевая, давай. Я считаю высокая, потому что Достаточно сейчас высокая. вот эта история с... Опять-таки, я даже вот, я помню, в субботу там, ну, эфиры тоже были с гостями. Лукашенко всех по боевой тревоге поднял и сам ездил туда, куда, ну, короче, хотел. Ну, то есть ту часть. Я вам назову еще один признак. Ленинградский и Московский военный округ ударными темпами в России развиваются, и это отдается, как вам сказать, преимущество в стратегическом военном строительстве. Там формируются новые соединения, объединения и так далее, ударными темпами. Параллельно с войной в Украине. Это параллельно важно. с войной с Украиной, заметьте, да. И такими темпами формируются только 2 стратегических округа 2 стратегических направлений. Южный, который направлен на Украину, со штабом в Ростове-на-Дону, и вот Ленинградский. Поэтому как бы все понятно для чего и как. Я говорил 1000 раз, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО добило горлышко узкое Балтийского моря, обнулило результаты российской политики на Балтике за 300 лет от Петра I. Они никогда не смирятся с этим. Со всеми вытекающими. Алексей, что, по-вашему, Артем спрашивает, ближе мирный договор, захват власти в Украине или захват власти в России? Но мирный договор ближе. Захват власти в России и в Украине – это из разряда черных лебедей, их нельзя предсказывать. Как бы, да. Как в колоде Господа Бога это остается, но это не аналитическое событие. Это как удар молнии. Его же нельзя рассчитывать в семейном бюджете удар молнии, попадут, не попадут. Такой вопрос человеческий. Алексей, после окончания войны, как вы думаете, Россия пригласит к себе уехавших во время войны украинцев? Сможем ли мы, русские, убедить украинцев, что у нас нет к ним ненависти? Или должно пройти время? Ну, по некоторым данным, в России не менее 2, некоторые говорят и более украинцев, которые сбежали от войны туда. И, значит, их не надо убеждать было правильно в этом. Но они как-то свой выбор сделали. После войны российская власть делает, я сейчас, внимание, не моральный ход оцениваю, а технический. Очень грамотный ход, если создаст условия для переезда украинцев в Россию и благополучного их проживания.
Здравствуйте, вопрос. Я являюсь кровавым имперцем. Если я считаю, что не несу ответственности за войну Путина против развала России, если вы за мир, что вы скажете о проекте Югороссия с Романенко? Но это же было чисто техническое конструирование, какие варианты возможны в этой ситуации. Эти такие дискуссии, это как командно-штабные игры стратегически развивают мышление у нас и у вас, которые их смотрите. Это же не был политический проект. У нас с Юрой не было и нет возможности это организовать всерьез. То, что вы там перевозбудились, это лишний раз показывает, что вы крайне болезненно реагируете на, я имею в виду, часть россиян, которые на это болезненно реагируют, крайне болезненно реагируете на такие темы и придаете нам значение, которого мы никогда не имели, ни я, ни Романенко. Поэтому это гимнастика для ума. Как можно крутить геополитическую карту? Очень сильно развивает мышление соответствующее. А, простите, ради чего я веду все эти эфиры? Чтобы развивать вам мышление. Это моя единственная цель. Сами смотрите, вы вопросы задаете точно такие же. Нападут ли на Литву? Мгм. Что будет с Гренландией? Как сработает этот проект? Как сработает это? Я вам показал, какие проекты в этом случае возможны. Например, Югороссия. Да, мы обсудили как тему. Все. Это точно такой же. А что будет, если захватят страны Балтии? Или что будет, если захватят? Почему вы одно допускаете, а второе не допускаете? Значит, вообще, конечно, смотрите, я тоже хотел два слова, с вашего позволения, Алексей Николаевич. Это очень важно. Думать. Мне вот так было, ну не то, что, я не скажу, что нельзя говорить на эти вещи приятно, да, но когда там знакомые знакомых из Днепра, говорит, ну, они могли, они там ничего военного, криминального, понятно, там они забрали ребенка и, короче, уехали в Польшу Угу. 1,5 года назад. Даже чуть больше, 2 где-то. То есть вот так. Но они постоянно смотрели эфиры разные. И наши тогда с вами смотрели эфиры. То есть и там с другими спикерами. И говорят, вот мы вот несколько спикеров смотрим у тебя на канале, смотрели, и вот мы приняли решение. И вот, ну как, да, и прошлую зиму, казалось бы, да, ну а что вы, ну да, там, они прям продали квартиру в Днепре, там, да, там, и этого хватило, чтобы купить там в Польше какую-то, ну тоже не бог весть, но какую-то квартирку. И там вот с ребенком, там семья, они уехали. И они говорят, а знаете, за что спасибо? Понятно, что это не мы там с вами в эфире призывали их там так поступить. Они вот звонят и благодарят, но не за то, что мы там им так сказали, а за то, что они подумали, проанализировали, сопоставили, наложили на свою ситуацию и приняли тогда такое решение. Они говорят, что сейчас бы мы такое решение, ну, не приняли и вынуждены были бы, ну, в общем, вот если бы позже, уже б нет, а вот тогда вот самое время. В этом же вся история. Мы с вами стараемся развивать мышление, показывать варианты, там, показывать, что тарелку. Что, смотрите, на чем ловится человек? Это я уйду уже в область психологии. QR-код возле Алексея Да, Николаевича. смотрите, человек всегда ловится большими структурами, типа государства, крупными идеологическими концептами и так далее. Берется в рабство тем, что они намертво прибивают его точку зрения к одному положению. Человека всегда в таких случаях, его психику, его свободу спасает множественность аспектов рассмотрения. Вы можете называть это переобуваться, а я вам просто показываю, что на ситуацию можно смотреть с разных точек зрения. Это спасает психику тех людей, которые понимают, что это один из самых наиболее действенный метод. Посмотреть с другой стороны. Есть такой тест. Маленьких деток просят нарисовать комнату своими глазами. Вот они рисуют, какие игрушки стоят. А потом просят нарисовать глазами чебурашки. Или куклы, которые стоят в этой комнате. То есть надо нарисовать себя. Есть дети, которые проходят, в среднем около 6 лет они проходят этот тест, а есть, которые не проходят. Вот люди, которые говорят про как бы не переобуваться, про что единственная правильная точка зрения, это дети, которые не прошли, это психологически, это дети, не прошедшие этот тест на чебурашку. И их точка зрения намертво в плену очень низковатых, грязноватых идеологических программ, и они в этом смысле являются буквально в смысле духовными рабами. Вот. А люди, которые позволят множественность аспектов рассмотрения, ну, более-менее свободно себя чувствуют в этой ситуации. Вы выбираете, как поступить. Кстати, есть очень история, которая сколь трагична, столь прикликается с вашей и в значительной степени показывает, как обстоят дела с этим. Был такой Александр Ширков.
Это вайшнав, или в очень просторечии кришнаиты, как их называют еще. Человек, который был индуйским монахом. Он с Северодонецка родом, жил в Украине, за пределами Украины. И который принципиально стоял на принципах ненасилия. Он вышел из дома, как говорят знающие его люди. Его босифицировали. В ТЦК и в армии он пытался объяснить, что он придерживается принципов ненасилия, состоит в соответствующей религиозной организации более 15 лет. Но его заставили через систему физического принуждения, то есть избивали. Стоять на рейде на кухне, довели до состояния, когда он уже просто сдался и решил взять в руки оружие. Я не знаю, на что он рассчитывал. Его перегнали на фронт, и он погиб в первом же бою. Вот. Таких людей не один, не два и даже не 10. Это сотни людей, принадлежащих к организациям, исповедующим принцип ненасилия, но которых поломало родное государство Украина. Вопреки Европейской конвенции по правам человека, где статья 9 гарантирует свободу мысли, совести и религии, вопреки разъяснениям Венецианской комиссии, сделанной специально для Украины в 1925 году, где подчеркивается, что отказ по соображениям совести должен уважаться даже в условиях военного времени. С 1922 года сотни религиозных отказников были осуждены и направлены в тюрьмы. Это по данным организации правозащитных форум 18, например. Это с адвентистами происходит, адвентистами, свидетелями Иеговы, представителями других конфессий. Ну и 35-я статья Конституции нарушается Украиной. Параллельно. Таких случаев много. Вот судьба этого человека меня глубоко задела. 35-я статья Конституции об альтернативной службе. Можно было предложить работу в госпитале, еще где-то. Но смотрите, духовный стержень человека сломали. А благодаря чему существует система, которую Юлия Владимировна назвала нехорошим словом фашистующей? Благодаря системному нарушению прав человека во имя одной правильной идеологии. Поэтому, друзья мои, мы с Сашей делали, делаем и будем продолжать делать все, чтобы вы могли посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Вот его фотография. Человека, которого сломали и убили. Вопреки его мировоззрениям, которых он последовательно придерживался. Он не стал за 5 дней до того, как его поймала ТЦК, не стал духовно верующим. Он всю жизнь прожил такой. Вы знали, как очень открытого, позитивного человека. И он стал символом этих людей. Вот это вот цена, это то, во что превратилось современное украинское государство, которое просто мелет людские судьбы, невзирая ни на что. В том числе по самым ключевым вопросам. И я этому противостою как могу. А моя работа – это делать так, чтобы вы не считали такие случаи нормальными. И если ничего не можете с ним сделать, то крепко запоминали, кто с вами и с другими такое сделал. А кроме того, вы могли смотреть на мир с широких позиций. Я всегда говорю, давайте посмотрим на мир глазами наших противников. Давайте посмотрим на мир глазами, например, датчан, как они видят эту ситуацию, глазами Трампа, как они видят эту ситуацию. Потому что это нехитрое упражнение позволяет вам не становиться жертвой фашистующих идеологий. То есть в буквальном смысле это борьба с расчеловечиванием не только вас, вашим, который вы производите, но и вас, чтобы не расчеловечивали, не превращали в марионетки. Вот как-то так. Ну, давайте точку в нашем сегодняшнем разговоре поставим. Несмотря на то, что это сильная, конечно, точка. Я тут вынужден сказать, что сегодня большой православный праздник. А скольких священников Да. крутили, Ну, по некоторым ломали? данным, да, 55 тысяч уголовных дел по политическим причинам в Украине. А вот эти, когда обмены, это тоже какой... Ну, в общем, Да, это только тему эту как бы зацепи на самом деле, да. И вот тут Смотрите, там пишут там да. Кришна. Ребята, человек верит в это. Ну, это его вера. Нельзя смеяться ни над какой верой или там... Да, причем тут смеяться? Вы не понимаете, как это работает. Вы верите в шарообразную землю или плоскую землю? Вы представьте себе, что вас поломали физически, сломали, заставили отказаться от собственных взглядов и кинули умирать, хотя вы противник этого. У вас вся душа против этого. Это стержень личности. Вокруг за 15 лет уже личность образуется человеческая. Возьмите что-то крепкое, во что верите вы. Ну, например, в связь детей. Представьте себе, что возникнет история, где
будут наказывать и ломать за связь, за то, что вы верите в связь детей и родителей. Ну, то же самое. Убеждения не имеют значения. Важно, что они составляют ядро личности. И уж точно, если это насилие, убеждения, которые связаны с отказом от причинения вреда другому, но это не те убеждения, за которые надо наносить вред и ломать. Поэтому, друзья мои, не существует способа оправдать подавление личности и насилие над личностью, тем более в духовных вопросах. Вот и все. Да, значит, вопрос... Смотрите, у Украины есть только два пути. Либо здесь вводится свобода воли по американскому образцу, свобода слова, вернее. И вы можете говорить все, что угодно, и мы не наказываем за слова, только за поступки. Это один способ. Либо европейский вариант. Есть запрещенные статьи, запрещенное деяние, например, прославление коммунизма, фашизма, там еще чего-то, насилие, призывы к насилию, там, да, к прочему. Но тогда оно тоже должно выполняться. Украина пошла по второму пути. У нас есть соответствующие статьи Конституции, которые предоставляют альтернативную службу верующим, которые принципиально отказываются брать в руки оружие. И есть, например, статьи за разжигание национальной розни, религиозной. Или за оскорбление человека, или преследование человека по национальному, этническому, языковому, там, религиозному признаку и так далее. И если мы уже идем европейским путем, то надо выполнять эти статьи. Либо по-американски отменить, тогда говорите, что хотите. Либо и придерживайтесь любых взглядов, либо что европейские, тогда мы репрессируем за это. У нас не происходит ни того, ни другого. У нас происходит правовой беспредел, который как бы вы еще пытаетесь оправдать, будучи его основными жертвами. Когда вы поймете, что связь между вашим замерзающим домом и нарушением прав человека базовых в стране и прямая, и вы сами выпросили себе это на голову, в какой-то степени, довольно значительно, может быть, что-то начнет в ваших мозгах происходить и в жизни. А может быть и нет. Кто его знает? Давайте завершим наш эфир. Ну, в общем, прямой эфир, да, то есть сейчас жители Киева там массово готовятся ночевать в метро, уже занимают места. Ну, такой достаточно напряженный день, потому что есть сообщения от... Есть угроза очень сильного обстрела Киева. Да, от посольств, красный уровень, там всем водой... Сообщают, да, что посольство призвали, назову ключевой параметр с вашего разрешения, Да. готовиться к возможному полному блокауту от 3 до 5 дней. И это надо учитывать тем, кто остается в Киеве. Надо учитывать, что павербанки, запасы еды, запасы воды и так далее. Теплых вещей. Да. Да, в связи с этим, ну, понятное дело, что хорошего мало. Мороз, может, там немножко будет не так грозен, но тем не менее мороз. Орешник третий будет с боевой частью, спрашивали там в чате. Смотрите, боевая часть орешника только ядерная. У него нет боевой части, насколько это известно, в обычном снаряжении. Но и опять же, он на такой скорости заходит, что 100-килограммовая болванка производит эффект разрушительный, как 330 килограмм взрывчатого вещества. То есть, что на него еще вешать? С боевой частью, то есть применение 36 ядерных боеголов, это не то, на что пойдет Россия сегодня, российское руководство. Поэтому за это можете не волноваться. Ну, хоть за что-то можем не волноваться. Вообще, на самом деле, очень тяжелое. Вот когда все, знаете, мне так нравится, пишут там, ну что вы это встречаетесь, это говорите, эскалация будет. Что такое эскалация? Я помню, как там разные бравые товарищи, спикеры говорили, ну что такое эскалация? Вот она, эскалация, вот она. Мороз, 3-5 дней без света, люди готовятся уже с ночи, идут в метро, идут куда-то еще. Комбинированные удары, предупреждает сам Зеленский. Ну и, собственно, да. Вот. Но если хочется поговорить о потенциале эскалации, то он есть еще. Есть. Даже можем сравнить два налета. В прошлом налете по Киеву сколько баллистики применили? Штук 15. Ну, прям удар баллистический практически. Да, баллистическими. В этом готовится от 30 до 45, судя по данным, которые распространяют в те же иностранные посольства. Ну, вот вам потенциал эскалации. Есть еще у России еще есть возможность мобилизовать, массовую мобилизацию объявить. Там есть куда эскалировать еще. Даже у Украины есть куда еще эскалировать. Поэтому, смотрите, но еще Клаузевиц сформулировал, что идеальная война, где применяется 100% сил и средств, это как идеальный газ. В теории возможно, реально не существует. Даже Советский Союз, ведя смертельную войну в Великой Отечественной войне или во Второй мировой, как хотите назовите, использовал всего около
55% своей боевой мощи экономической. Хотя бы потому, что часть группировки держалась против Японии на Дальнем Востоке. И так далее. Война – это продолжение политики другими средствами. Не может быть стопроцентного использования сил и средств, а значит, потенциал эскалации остается всегда. Если вы думаете, что уже совсем некуда эскалировать, вы сильно ошибаетесь. Есть куда. Но у этого есть границы, потому что война – это политический процесс. И политические договоренности являются старшими. Пока идет мирный процесс, потенциал эскалации сдерживается. Для того, чтобы он начал расширяться максимально, это нужно сорвать мирный процесс полностью, отказаться от него. Но, друзья мои, во-первых, и это может быть. Во-вторых, и в рамках мирного процесса можно немножко поэскалировать, как мы видим сейчас по Киеву, Днепру, Одессе и Харькову и другим местам. Да, друзья, в любом случае будем держать руку на пульсе. Всем большое спасибо за то, что побывали сегодня в нашем прямом эфире и на канале Алексея Арестовича, и на канале Александра Шелеста. Я всех призываю подписаться и рассказать знакомым и друзьям, что как поменять страну, как воспользоваться VPN. Понятно, что все уже знают, но тем не менее, знаете, особенно в этих условиях, если там кто-то в Украине, и там, где заблокированы каналы, а еще заблокирован свет, вода, тепло. А начиналось-то с каналов, понимаете, тоже такой парадокс. Вот вам война. Ну, да, смотрите, когда ты начинаешь подавлять и блокировать что-то, то на следующем обороте истории вас ждет угол, на котором вы встретитесь. А через два поворота есть старая и недобрая пословица. Два случайных поворота и уже Федота. Поэтому думайте, когда вы принимаете решение, улюлюкать в пользу блокировки или насилия. Сегодня ненавистного вам московского попа заламывают. Но вы не замечаете, что за вашим улюлюканьем государство в принципе открывает дверку в возможность расправы без суда и следствия. Или с формальным судом и следствием сделанным. А если вы арестовали Юлию Тимошенко по сомнительным обвинениям? Как вы думаете? Или там главу, например, Украинской православной церкви, простите, в Запорожской области. Что сделают с вами, с обывателем, который хихикает и рассказывает в комментариях, что так им и надо? Да, вас плюнут и переедут и не заметят. Вы об этом подумайте. Кто открыл дверь всему этому беспределу правовому? Вы. Напоминаю, фашистующий режим невозможен без фашистов. А фашисты невозможны без тех, кто поддерживает их и стремится вперед скинуть руку с криком «Хайль», в чей-то персональный адрес, но только сначала для отдельных категорий граждан. Потом категории все расширяются, 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 и однажды приходят к вам. Возможно, не чтобы арестовать, возможно, для того, чтобы отключить вам воду. Или не подключить вам воду вовремя и свет. Земля круглая, но имеет форму чемодана. Когда вы принимаете определенное решение, занимаете отдельную позицию, знайте, она вас ждет за углом, где вам будет предоставлена полная историческая, психологическая возможность пережить то, что переживали те, по поводу которых вы улюлюкали сначала. Вроде простая же премудрость, да, относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам. Засим, всех еще раз с праздником, добра и света. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли.